Привет всем, меня зовут Наташа, и вы на канале «Замуж выйдем». Ребята, мне не повезло, я заболела и попала в больницу, но появилась уникальная возможность снять для вас интересное видео, как говорится, взгляд изнутри, рассказать подробности про индийские государственные клиники. Ну, точнее, именно про эту конкретную клинику. Самасте. По поводу моей болезни мне так окончательный диагноз не поставили. То есть они здесь как бы особо не заморачиваются. То есть они исключили самые страшные болезни. Ну, сказали, что вроде как какая-то инфекция, может быть и вирус. Но мне кажется, что вирус, потому что первые 3 дня у меня сильно болели глазницы, ломило. То есть лечат именно вот какие симптомы есть у больного, так его и лечат. Если ухудшения нет, то они дальше уже как бы не копаются. Ты продолжаешь, да, всю ночь, только сейчас это одна собака, а всю ночь выла, наверное, 5 собак здесь и отзывалось еще 10 с других концов. Оно еще, знаете, как ночью, когда такие вот звуки слышишь, жутко становится, страшно. Я думала, может быть, они голодные, эти собаки, и с утра мы не досчитаемся всех пациентов. Но потом вышла в туалет, смотрю, хвостиком виляет, вроде бы как настроение не агрессивное. Но я с 4 утра уже не спала. Когда не высыпаюсь, даже в отличном состоянии, на следующий день себя чувствую как разбитая. Кошмары снились, змеи мне снились. Парам сказала, что я кричала во сне. Видите, это кормящая мать. И еще самый, наверное, важный момент, друзья. Спасибо вам большое, спасибо всем тем, кто пожелал мне скорейшего выздоровления. Очень приятно, возможно, даже благодаря вашим пожеланиям я сейчас себя чувствую намного лучше. Просто прекрасно по сравнению с тем, что было. Спасибо вам огромное, спасибо, что вы у меня есть. Послала Артура, чтобы он веточку сорвал, комаров отгонять. Столько комаров. Сидим сейчас на свежем воздухе и кормим комаров. Кстати, видите, какая-то заброшка. Надо будет узнать, что это. Возможно, это была раньше лаборатория, потому что здесь сейчас нет лаборатории, и кровь они отвозят вниз в Нерл, в платную. Вот мои анализы отправляли вниз, и потом за них пришлось заплатить. Вот теперь другое дело. Да, еще, друзья, здесь водятся лягушки и часто заглядывают в палату. И собаки. Ну, собаки я уже говорила. И вот что важно, что когда есть лягушки, то это говорит о том, что, возможно, есть и змеи, потому что змеи питаются лягушками, так что, в принципе, ну, они не только питаются лягушками, они могут, мышами питаться. Мышами. Ну, или крысами. Но я думаю, что и мыши, и крысы здесь тоже есть. Ну, если... Как ты думаешь? Сегодня ночью мы отправляемся в одно страшное, но интересное и очень-очень жуткое приключение. Знаешь, какое? Знаете, какое? Мы отправляемся в змеиный дом. В общем, Артур решил, что неинтересно вам смотреть обзор больницы индийские и все остальное. Вся вот эта вот история с моей болезнью не особо интересно. Он считает, что нужно, чтобы мы сегодня ночью пробрались вот в эту вот заброшку. Он уже рассказал, что мы с собой возьмем, как все будем снимать. И он считает, что это видео наберет миллионные просмотры. Напишите, как вы считаете. Мы возьмем много лягушек и много-много-много мышь. Тебе по 3, и папе по 3, и мне по 3. Ой, Артур, я, к сожалению, не могу тебе на 100% пообещать, что смогу поддержать твой план. Вот это, кстати, я сейчас навела камеру на приемное отделение, здание приемного отделения. Там сидит врач, там сидят медсестры, и сначала я попала туда. Через пару часов начнется прием. Ну, в принципе, можно в любое время приходить, но как бы такой официальный прием здесь, по-моему, с 9.
Так, а это уже наш корпус. Ну, я уже, в принципе, вам показывала. Я думаю, что вы уже узнаете эти интересные такие вот необычные стены, необычный дизайн. Потом отойду подальше, покажу вам. Здесь очень-очень высокое вообще здание. Кажется, что оно двухэтажное, но на самом деле здесь один этаж, просто очень высокие потолки. Ну, в общем, показываю. Вы видите, здесь похоже на католический храм внутри. Ну, в принципе, это и строили католики. Мы спросили, сказали, что такое вот строение якобы защищает от сильных ливней. Этому зданию где-то 150 лет, и, как вы видите, оно, хотела сказать, в прекрасном состоянии. В принципе, в нормальном состоянии. Если немножечко, да, там поштукатурить, побелить, покрасить, то, в принципе, нормально. И видите, вот еще сквозные двери. Сквозные двери для того, чтобы хорошо помещение проветривалось, чтобы не было жарко. И это действительно очень-очень уместно. Ты еще не закончил? Хорошо, все, я выключаю, буду тебя слушать. Знаете, зачем мы туда идем? Мы узнаем, каково это вселенная, каково эти обитатели этого дома и каково этот мир. О, наверное, все-таки придется снимать это видео. Я чувствую, что ты такую рекламу сделал, что уже все просто с нетерпением ждут. И, пожалуйста, поддержите нас лайком. А сейчас, вы видите, пришел Парам с утра с завтраком. Артур сегодня с ним не ходил, но в основном всегда я его отправляла, чтобы мне нормально отдохнуть. Я, конечно, очень ценю эту заботу мужа и Артура, но вот когда было совсем плохо, мне было как-то лучше даже без этих двух персонажей. Ну, а сейчас нормально. Сейчас Артур тоже, я понимаю, что ему и с мамой хочется побыть. Видите, как мы весело с ним общаемся. Папа принес йогурт. Сахара-то нету. Сейчас пойдет где-то сахар. Да, Артур может только с сахаром есть йогурт. А я, в принципе, конечно, он полезнее без сахара. Ну, сами поймите, ребенок. Вот, а я буду есть йогурт без сахара и еще идли. Это такая вот рисовая лепешка. Артур тоже у нас немножечко как бы на диете. Вы, скорее всего, подумали, что ребенок постоянно ошивает с тобой, с больной. Ну, во-первых, он первую ночь со мной в одной комнате. Да, Артур побежал руки мыть, пока папа пошел за сахаром. Сейчас главное, чтобы собаки не залезли и не съели нашу еду. Вот, так что по поводу Артура и Парама, конечно, я очень надеюсь, что они не заболеют. Вроде бы как уже время много прошло, нормально себя чувствуют, но все равно мы Артура немножечко держим на диете. И даже он для профилактики пьет некоторые таблетки, там, типа активированного угля, какие-то сорбенты, поддерживающая терапия и витамины. Бабочка, смотри, ты видела, Артур? Да. Вот это мой завтрак, идли и йогурт. Честно говоря, мне уже это все не лезет. То есть я думаю, что и собаки уже ждут, когда же наконец-то Парам принесет мне суп куриный. Так, ребята, еще пару слов в плане гигиены, что могу сказать. Приходит в 10 часов женщина, собирает мусор, если он есть, вот в эти вот пакеты, потом подметает и проходится вот этой вот тряпкой. По углам она особо не протирает, и это все один раз в день только. Ну, есть тряпка, есть веник в палате, и мы периодически сами убирали. Парам мне помогал, кое-что я убирала, по состоянию. Вот, туалет, допустим, постоянно грязный. Будь здоров, котик. И это, конечно, меня смущает. Я не готова заниматься уборкой общественного туалета. Вот возле себя там еще можно убрать. हाँ जी एडमिट था अभी आप एडमिट 3-4 दिन वाइफ था. Так, вот в этом вот здании на первой линии живет кто-то из персонала, либо доктор, либо медсестры, потому что в основном это все не местные. Они приезжают сюда поработать на несколько лет, года на 3, и потом меняются. Пока мы здесь уже поменялись. Вот эти, которые сейчас мы вообще первый раз видим. Вот, а сзади, вот видите, на заднем плане здания, там
морг. Это морг. Ну, умершие тела туда отправляют. Это все тоже территория нашего госпиталя. Ура, друзья! Вы видите знакомые стены, а это значит, что меня выписали. Ура, я на свободе. Да, вот действительно, меня выписали вчера к полудню. И первое, что я почувствовала, это воздух свободы. Меня освободили наконец-то от всех этих капельниц, от катетера. Я теперь могу нормально спать в любой позе, я могу купаться, я могу передвигаться куда хочу. Ощущение свободы. Уже хорошо. Теперь по поводу отношения персонала ко мне. В принципе, очень хорошо относились. Особенно первые 3 дня, когда у меня было тяжелое состояние, у меня не сбивалась температура, и если сбивалась, то на чуть-чуть совсем, и потом быстро опять поднималась, меня лихорадило и трясло. Так вот, в первые 3 дня меня посещали, осматривали, проверяли. Примерно каждых 2 часа ходили медсестры, смотрели, мерили температуру, проверяли давление, пульс, кровь на сахар, кислород, в общем, все, что у них есть, все свои приборы они на мне, скорее всего, использовали. Вот, сама врач ко мне приходила примерно раза 2. Вот сейчас скорая едет. Слышите гул мотора? 2 раза в сутки. Туман опустился, сейчас может помутнеть. Вот, по поводу медсестр, все молодые девочки, все симпатичные, как на подбор, внимательные, добрые. Ну, вот первые дни действительно не к чему было придраться, а вот уже в конце немножечко стали филонить. То есть мне ставили капельницу, и когда капли заканчивались, мне приходилось их звать, то есть они сами не разрешали, чтобы я это все там отключала, вынимала, а мне приходилось вставать, ну, не всегда же со мной были Артур и Парам, поэтому вот я иногда с этой стойкой там стучала в окна, их вызывала, они приходили, извинялись, а один раз даже был такой случай, тогда вечером сидел со мной Артур, и опять уже это заканчивается капельница, я давай же стучать в стекла, никакого внимания, никакого ответа. Попросила Артура, чтобы он сбегал. Артур молодец, прям герой, выбежал. Но это было поздно вечером. Видимо, дежурила только одна медсестра. Я не знаю, что никого. То есть он выбежал, кричал, бил по стеклам. Приемное отделение, никто не отзывался. Артур прямо весь испугался. Ну, короче, я не знала, что делать. Я позвонила Параму. Говорю, Парам, что мне делать? А Парам взял и позвонил врачу. То есть у него был телефон врача, а врач позвонила этой же девушке. И прибежала эта девушка, быстро среагировала, все это сделала, а потом через какое-то время они вдвоем пришли ко мне, это врач, говорится, вызвала на ковер. Мне как-то даже и жалко было эту медсестру, но с другой стороны, ну я-то тут не виновата ни в чем, ей, в принципе, ее обязанность следить за пациентами. Тем более на тот момент всего во всей больнице было всего-навсего 3 пациента. Вот, так что ей сделали из-за меня, можно сказать, выговор. Мне очень понравилась моя врач, женщина примерно моих лет, такая, знаете, доброжелательная, внимательная, вежливая. И внешность у нее такая интересная, вот типичная врач. Знаете, ей можно было бы в болливудских фильмах играть врачей. А первое впечатление было такое необычное, когда меня привезли на рикше рано утром. Она ко мне пришла, я даже сначала не поняла, кто это, потому что пришла она делать осмотр не в белом халате, а в пижаме. Да, представьте себе врача в пижаме и с большим таким вот барашком на животе. Ну, может быть, это, знаете, как-то даже немного, ну, именно это и расположило меня к ней по-домашнему. Страх отсутствовал. Я смогла себя доверить женщине в пижаме с барашкой. Так, ну и по поводу зарплаты. Я все-таки попросила Парама, раз уже мы там, разузнать, сколько же получают медики в Индии. Ну, точнее, не медики в Индии, а вот конкретно в этой государственной больнице в нашем поселке Матаран. Врач зарабатывает 100 тысяч в месяц, довольно-таки неплохо. А медсестры ему сказали, что около 30, ну, видимо, там по-разному.
Вот. Ну и, соответственно, потом они будут получать пенсию, как работники государственной службы. Лечение я проходила абсолютно бесплатно. Это государственная клиника и от слова совсем бесплатно. То есть я не платила ни за какие лекарства, ни за какие капельницы, ни за вату, там, ни за что, ни за спирт. Единственное, что это нет лаборатории своей, поэтому анализы это только кровь. Другие анализы почему-то не пришлось сдавать. Так вот, кровь сдавали в платную лабораторию в Нероле. И за анализ Парам заплатил около 500 рупий. Ну, в принципе, недорого. Да, и сегодня к Параму приходил его друг Санджей, ну, это, можно сказать, герой моего сериала, вы его много раз видели. Так он рассказал, что его брата, жена рожала 4 или сколько-то лет назад именно в этой клинике. Sanjay brother, wife give birth there. Sanjay brother. They have 3 children. Ну и, в принципе, говорит, что 50% жителей Матерана рожают у нас в этой больнице. Там есть отдельное отделение напротив моего, где роженицы прекрасно рожают, но только, как говорится, естественным путем. То есть кесарево у нас в больнице не делают. Я тоже узнала, что есть, в принципе, операционная, но нет оборудования, ну и, соответственно, врача тоже нет, хирурга. Вот, но есть какие-то перспективы у нашей больницы. В следующем году собираются делать ремонт, капитальный ремонт. Государство собирается выделить большие средства, чтобы сделать это здание как прежде, реставрировать. Причем это историческое здание, ему очень много лет. В нашем поселке где-то 7 тысяч людей, плюс туристы. И, естественно, больница хорошая нужна. Да, ну и по поводу вчера, что еще мне удалось снять вчера, это то, что мой добытчик, что мой муж таки принес домой дичь. Да, Парам охотился за этим петухом примерно 2 или 3 часа, не мог найти, где можно купить домашнюю курицу. Но все-таки нашел. Это главный результат. Так что я сейчас отъедаюсь бульонами, набираю сил. Ну, до сих пор еще самочувствие не очень. Вот, ребята, добытчик мой нашел домашнюю курочку. У нас в поселке очень многие держат курей, но в основном для себя. Парам 3 часа искал. See this color change now. Very tasty. Парам говорит, что так очень вкусный будет суп после такой обработки. Сейчас. Eat Arthur. Yeah. Так, ой-ой-ой. They're asking need you for that. What is your name? My name is Anuja. Anuja. My name is Natasha. Oh, nice to meet you. I'm too. Пока я снимала видео, подошла девочка, она блогер в Инстаграм, и очень интересно. Столько мне много вопросов задала, что я в итоге говорю, давай тоже снимайся в моем видео. Do you like Materan? Yes, I love Mathera. First time in Materan? No, No, many times. yes, many times. You like Mathura? No, yes, very like. Every time. Yes, more than 7 years. Okay, thank you. Yes, thank you. Take me, selfie. How, sir? Вот, еще полицейский. Сейчас, подождите, фотографироваться будем. Here. Thank you. Thank you. 7 years. Вчера мне еще было особо не до съемок, и дел много было, и плюс меня штормило, но Парам запечатлил то, как я добиралась домой. От больницы до сюда примерно 1,5 километра. Я пошла пешком, но много раз останавливалась, и Парам видел это, говорил, нет. В итоге он сказал, Наташа, давай поедешь домой на рикше. И вот посмотрите, пожалуйста, фрагмент, как это было, как это выглядело. Вот такая вот я царевна, лягушка в коробчонке. Возвращаюсь домой, ура! Но мне тяжело. Сначала попыталась пешком дойти, но все-таки расстояние так далеченько. Устала на полдороги, и Парам говорит, давай на рикше. Я говорю, давай на рикше. Хотя я не люблю на рикше. Но лучше
подстраховаться. Мне пока нагрузки сильные не нужны. Получилось, что в больницу меня больную доставила рикша, и после выписки обратно тоже на рикше. Кстати, почему на рикше меня не на скорой помощи везли больную в больницу? Потому что Парам звонил, скорая помощь здесь есть, я много раз вам говорила, но почему-то этот водитель скорой помощи, видимо, очень крепко спал, а ждать, пока он проснется, времени не было. Рикша буквально там за 2 минуты мы решили, Парам вызвал рикшу, я оделся сам Артур и поехали. You making video? Yes. Наша постоянная клиентка, я уже показывала, снимала видео о ней, о ее дочке Араде, с которой Артур подружился очень хорошо. Вот она приехала как раз по моему возвращению, вовремя я выздоровела, и я, как и обещала, делаю ей маникюр. Вот, их очень много интересных особенностей по поводу маникюра. Вот я заметила, что у индийцев, если у них, то есть как у нас обычно, вот, стараются даже ноготь, если обломала, то либо его наращивают, либо уже подгоняют все под самые короткие, то есть чтобы были одинаковые. Ну, для нас в основном так принято. А здесь вот, если какие-то длинные ногти, их так и длинными оставляют. Но, как говорится, закон клиента для меня закон. Поэтому вот, какие-то коротенькие, какие-то длинненькие. Цвет выбрали желтый, ярко-желтый цвет. Сейчас я покажу. Ну, мне, кстати, он тоже очень нравится для хорошего настроения. И блесток чуть-чуть можно. Артур говорит, что еще блестках, но не знаю, мне кажется, не надо. ¿Cómo quedó? ¿Qué tipo fue? Thank you so much. Welcome. अच्छा आएगा वो. Thank you so much. Thank you. Ну и что вы думаете? Все как по сценарию. Отключали электричество. Я, естественно, очень сильно нервничала. Одно дело, когда себе делаешь, а когда кому-то, это вообще просто меня аж трясло. Но, слава богу, все закончилось благополучно. Все закончилось. Результатом Санал довольна. Очень благодарила меня. Я ее предупредила, что я не суперпрофессионал, и что, возможно, это покрытие слезет довольно-таки скоро. Хотя я, кстати, воспользовалась вашими советами, потому что надеюсь, что, в любом случае я с нее денег не брала, поэтому нет повода обижаться на меня. И плюс еще и предупредила. Вот вы видите, что подбежал ее муж, тоже снимает все на видео, запечатляет, потому что Санал активная в соцсетях. Мы сейчас пытаемся найти подходящие имена для котят. Убежал, да? Убежал. Теперь Арадия хочет подержать в руках попугайчика. Но Артур говорит, что он тебя клюнет. Hi, good morning. Хотя он не клюется, этот попугай добрый, он вообще не клюется. А он говорит, что нет, ни в коем случае не трогай, только я знаю, как с ним обращаться. Остальных он очень больно клюет. Боится, что попугай улетит. Артур прихватил с больницы капельницу, сейчас детей будет лечить. Я, кстати, тоже в детстве очень любила. У меня мама носила домой разные капельницы, шприцы. Все это у нас было, и я очень любила играть в больницу. Салман, Салман, покажись. Меня в комментариях спрашивали, почему маленьких детей вокруг глаз, но не всегда вокруг глаз, черным намазано, обводка. Вот видите, у него и на лбу пятно, и вокруг глаз в том числе. Это от сглаза, но вот мне еще кто-то из вас написал, что еще от конъюнктивита. Этот вот карандаш, которым они пользуются, как антисептически действует. Это действительно так. Так что, то есть, тут многофункциональный. Куда побежала? Эй, Марьян. Марьям или Марьян? Я так никак не могу понять, как ее точно зовут. Апканам? Теранам? А? Вот? Маджаби? А я говорила Марьям. Маджаби.
У нее такой голосочек, такой, ну просто как с мультика. Слушайте, как с мультика, такой голос. И у нее, ее мамы тоже такой, вот именно вот как в индийских фильмах. Если бы она еще запела, то была... You know some song? А то ты можешь ей сказать, чтобы она спела? А Раде очень красиво рисует аниме. Показывает мне, как это у нее происходит, так быстро. Я не знаю, либо она много раз этот рисунок уже рисовала, видите, как у нее быстро, четко, раз, и уже готово. И напоследок интересный факт про больницу. Мне Парам рассказал, что много лет назад именно в этой больнице у нас в Матаране родился знаменитый индийский актер, режиссер и драматург Гинеш Карнат. Я думаю, что многие, вы все интересуетесь Индией и, скорее всего, о таком слышали. Вот, друзья, так что не беда, если ты родился в утином гнезде, главное, что ты вылупился из лебединого яйца. Ну и на этой позитивной ноте буду с вами прощаться. Спасибо вам всем большое еще раз. Спасибо за то, что писали добрые комментарии, за то, что желали мне выздоровления скорейшего. Спасибо, я вас очень люблю, ценю, обнимаю. До свидания, пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.